Приветствую, друзья! Ну и венцом творения Tin Hi-Fi, если говорить о актуальной линейке, являются динамические наушники T5S. Внутри они вообще без наворотов, однако звучат так, что все остальные решения данной компании вкупе с большей частью конкурентов нервно стоят в сторонке. Это, пожалуй, лучшее, что только слушал у Tin Hi-Fi. Но, как говорится, обо всем по порядку. Собственно, поехали. Пришли наушники в строго оформленной коробке с яркой суперобложкой. Никакой полезной информации на ней, как обычно, не было, так что значение чувствительности в 103 дБ и импеданс равный 32 Ома мне пришлось подсмотреть в инструкции. В комплекте шла макулатура, большой белый кейс, пластиковый пинцет, щеточка для ухода за наушниками, 3 комплекта запасных сеточек на звуковод, пара пенок и 2 набора силиконовых амбушюр серого цвета. Что сказать, обычные насадки я их сразу же заменил на фирменные КБ-07. Кабель выглядит неплохо, но и далеко не премиально. Он гибкий, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на общем канале равным 44 Ома, а на правом и левом по 0,22 Ома. В целом я лично такое не приветствую, однако на фоне допущений у других производителей подобное терпимо. Сами чашечки полностью сделаны из металла, они легкие, анатомической формы, с отверстиями для компенсации и стильной такой внешней частью. Здесь все, если честно, прямо пронизано духом строгости и минимализма. Смотрится это приятно, сидят они удобно, да и с изоляцией все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас немного вальяжный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,13%, что просто восхитительно. Фаза ведет себя естественно, а с возмущениями на 30 и 60 дБ можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на целых 13 дБ с довольно равномерным таким переходом на середину. Чуть менее выраженное выделение области разборчивости с акцентами на 2,5 и 3,5 кГц и пик для усиления резкости звучания. После чего все плавно так идет по убывающей. Настройка, как видно, больше напоминает ВДСФ с подчеркнутым басом и лишь немного кривую Хармана. Последнюю я брал с DSP наушников Mondrop May, если кто не в курсе. Звучание же у них, как и почти у всех решений от Tin Hi-Fi, сдержанное, хорошо сбалансированное, с достаточным количеством воздуха, подчеркнутой выразительностью и в этот раз просто потрясающей мелодикой. Да, это не уровень Celeste Bluetooth Best с их тактильным эффектом и даже не уровень SIMGOD EA500LM с их запредельной точностью и высокой скоростью отработки затуханий. Но все равно звучат герои обзора прямо сверхувлекательно и эффектно. У нас все куда лучше в плане акустической массы, более строгий, серьезный такой характер и правильно расположенная относительно слушателя сцена. Не хочу сказать, что T5S лучше или хуже новинки от SIMGOD. По мне, это модели примерно одного уровня. Однако непосредственно прочтение материала у них чуть-чуть разное. Мне нравятся оба этих решения, но следует помнить, что в отличие от EA500LM у нас тут куда более низкая чувствительность, а следовательно выше требования к усилительной части источника. То есть героев
обзора практически бессмысленно подключать к аналоговому выходу вашего смартфона, планшета или, например, ноутбука. Эти девайсы их не то что не раскроют, а даже не смогут вывести на рабочий уровень по мощности. Я об этом, если помните, говорил еще в обзоре TIN Hi-Fi T2 MK2, который проще звуком, зато куда менее требовательны в плане раскачки. Относительно же передачи сцены в глубину, T5S тоже какой-то революции в мирозвука не произвели. Я бы отметил его как достаточно компактное. Это, конечно, не Shure P20 с их реально эффектным, но каким-то плоским звучанием. Однако и размаха тех же EA500LM здесь нет. В данном плане я бы сравнил героев обзора с решениями от Mondrop типа Aria 2 или, скажем, Kata. Но, повторюсь, глубина здесь есть, и она прекрасно читается. Тембры, как и у всех моделей из данного ценового сегмента, наделены естественным таким объемом, музыкальной насыщенностью и правильным распределением частот. Ничего нигде не задвинуто, не выпирает и не имеет перепадов в разрешении, динамике, либо каких-то других важных характеристиках их звучания. T-Audio Hype 2 дают чуть больше высоких частот, более ощутимую нижнюю середину, еще они жирнее в плане массы и столь же естественны и предельно выразительны в повествовании, без излишней такой прозрачности или ухода в микронюансы. Воздуха, как я уже упоминал, здесь более чем достаточно. Хорошее разделение инструментов, нет никакой зажатости или очевидного окраса, то есть звучит все предельно честно и, так сказать, корректно. Бас заходит довольно глубоко, он полный и текстурный, серединки чуть-чуть не достает нижней составляющей, однако этот же факт делает звук заметно прозрачнее, четче и подчеркивает их просто шикарный динамический диапазон. Верхов вроде и не особо много, но для подчеркивания средних частот этого хватает, да и радует, что ничего не ярчит, не свистит и не сыпет. Всякие там тарелочки и колокольчики в 99% случаев играют в музыке второстепенную роль, и выводить их на передний план абсолютное безумие. Так что все правильно сделали. Да и с точки зрения построения музыкального полотна героям обзора никаких вопросов нет. А то, что тут стоит один единственный динамик, закрывает темы однородности, переходов и сочетания всего этого в единое цельное повествование. Кроме того, здесь, как я уже сказал, просто превосходная мелодика, явно ощутимое пространство сцены и особый такой акцент на эмоциональной составляющей музыки. Несмотря на их нейтральный такой настраивающий на серьезный лад характер, экспрессия тут просто бьет ключом, а сама музыка буквально затягивает себя целыми альбомами. Мне они очень понравились, думаю, T5S это вообще лучшее, что только было у данного производителя. Конечно, не без нюансов, но в целом очень круто. Итогом флагманские динамические наушники T5S от компании TIN Hi-Fi получили очень презентабельный внешний вид, неплохой комплект, превосходную, схожую с VDSF настройку АЧХ и практически отсутствующие искажения в 0,13%. По характеру же это нейтральное такое очень сбалансированное звучание с прекрасной выразительностью, мелодикой, неплохой передачей пространства сцены в глубину и тем самым магнетичным погружением в материал. Все тембры, как и положено, имеют вес и объем, ощутимый, но не доминирующий бас и полноценные средние частоты. Из минусов я бы отметил не сильно выраженную ритмическую часть и скорее второстепенную роль высоких частот. Но все это довольно спорно, поскольку иначе бы мы лишились имеющейся тут прозрачности и превосходного разделения инструментов, а также могли получить различные артефакты или ненужное акцентирование на верхах. Так что, на мой вкус, все здесь толково и максимально
гармонично приготовлено. Тем, кто ценит звуки и нейтральность, они 100% понравятся. Причем без каких-либо скидок на стилистику. Только об усилительной части тут обязательно нужно позаботиться. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники TIN Hi-Fi T5S. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем добра!